Всем привет! Привет! Вы на канале «Из города на дачу». И в прошлом видео мы показывали вам, как наши старые тумбочки преобразились в вот такие красивые тумбочки в деревенском стиле. А сегодня мы продолжим ремонт в этой комнате. Эту кровать мы разберем и подготовим к будущей переделке. Отремонтируем наш потолок, потому что вы помните, да, совсем недавно потекла наша крыша, хотя мы ее уже отремонтировали, но последствия остались. Поэтому сегодня нужно будет заново ее пошпаклевать и покрасить. И еще мы поклеим обои на эту стену под покраску. И, конечно же, если успеем, то и покрасим ее. А здесь мы разбираем кровать, которую когда-то слепили из того, что было. В будущем мы ее, конечно, модернизируем, и для этого уже заказали необходимые материалы. Варианты моделей кровати мы выложим в нашем телеграм-канале. Пип-пип. Так, разобрали наши кровати. Лень, прям эхо появилось в комнате, да? И теперь приступим к потолку. Делать недолго, но все-таки очень важно, чтобы было красиво здесь. Вот эта часть, да, и там в начале. Сейчас будем снимать ту старую сморщенную шпаклевку, чтобы она не разлеталась по всей комнате, и готовил вот такой удобный ящичек. И еще нужно будет открутить и снять эту картину, потому что, видите, там тоже наверху затекала вода, да, и даже сюда, за картину. Нужно будет эту тоже шпаклевку ободрать, новый нанести и покрасить белой красочкой. Да, видно, где вот это желтое пятно вообще отдирается хорошо, потому что уже шпаклевка плохо держится. А сейчас мы наведем в таком старом ковшике небольшую часть шпаклевки и заменим ту старую обвалившуюся. Нальем немного воды и буду размешивать с помощью вот такой насадки миксера. Только потихоньку, чтобы не разболтать сильно. Надо придерживать. Такая сметанка получилась. Это значит, что уже можно шпаклевать. Немного намочили, чтобы шпаклевка хорошо прилегала. А теперь наносим тоненький слой шпаклевки.
Потом уже будем выравнивать и размазывать его по всей поверхности. Здесь вот проходит такая трещина в старой шпаклевке, поэтому отрезал сетку шпаклевочную, буду налаживать и закрывать, чтобы в следующий раз она уже не трескалась. И пока сохраняется такая хорошая погода, очень важно ей воспользоваться и напилять дров в нашей балке, потому что дрова уже заканчиваются. И, кстати, мы приобрели себе бензопилу. Пойдемте покажу, какую. Перед работой в такую прохладную погоду рекомендует ее хорошенько прогреть, минуты 2-3 на холостом ходу. Поэтому сейчас мы это сделаем, а потом уже проверим ее в действии. Валежника у нас в балке много, есть чем поживиться. Поедем. Видите, даже некоторые бревна падают, преграждают путь. Еще скажу честно, что я ни разу в жизни не работал с бензопилой, поэтому если буду пилить как-то некрасиво, неправильно, то вы уже не осуждайте. Планирую начать с маленького размера, а потом пойдем немножко туда глубже в балку, там побольше бревна найдем. Напилим много, и в доме будет тепло и уютно. Альфуша, ты тоже будешь собирать? Собирай, собака наша. Пилит вообще легко, супер. Пойдемте дальше помощнее искать. Смотрите, вон, хорошая бревнышко упала. Так, аккуратненько вымостили, можно и пилить. Кстати, видите, вообще, гляньте, какое бревно сверху висит. Ну и пусть, потом упадет, потом распилим. Очки запотели. Ничего не вижу. Я очень рад, что мы приобрели бензопилу. Она мобильная, можно брать на дальние расстояния, например, в балку, как мы сегодня, и не мучиться с разными проводами. Но почему выбор пал именно на эту модель? Потому что она удобная в работе, как видно, очень мощная и легко справляется с распилом бревен разного диаметра. Ну и, конечно же, понравился ее такой стильный черно-желтый цвет. Фух. Ну что, на первый раз хватит. И пилу надо немножко поберечь. И дров уже полная тачка. Собираем и домой.
Фух. Ну что, поехали домой. Нет, не поехали. Надо, наверное, в другую сторону разворачиваться. Так, что ты будешь? Может, вы спросите, а кто же пилу тащит? Это все мой любимый оператор. Всем привет! Да, это я. Васильцева вызывали. Это мои защитные очки. Ох, очки. Правостороннее движение. Кстати, вы заметили, что у нас появилась новая тачка? Это все благодаря вашей помощи, вашим донатам. Спасибо вам большое. Теперь работать нам будет намного легче, и работа будет быстрее продвигаться. И в саду, и в огороде. Большое наконец- вам спасибо. Да, и наконец-то дров будет много. Теперь точно не замерзнем, даже если уголь закончится. Вы в своих комментариях нам советовали в такой вот кормушке из пластиковой бутылки отделать края вот этих окошек, чтобы птички, когда сюда лапками так зацеплялись, не резали свои лапки. Поэтому я взяла вот эту изоленту и сейчас отделаю края. Так намного лучше. Уже не такие острые края. О, птички прилетели, просят корма. Сейчас насыплю им и налетайте. Так, у нас тут семечки и орешки. Слышите, как птички просят уже. Давай быстрее насыпаем, мы голодные. Это воробушки. Альфуша. Ты орешек ждешь? На, орешек. Вы, наверное, думаете, чего это я раздетая вышла на улицу. Зима ведь, февраль месяц. Ну, как видите, у нас был очень резкий перепад температуры. Завалило снегом, и словно в сказке зимней. Гляньте, вот сзади дорога идет. Такой туннель снежный. Красиво. Сейчас еще покажем наш сад. Тоже должен быть красивый, да? Да, там классно. Вчера только была весна, все растаяло, а сегодня снова у нас вот такая вот погода, зимняя сказка. Альфуша! Это она нас встречает, мы с магазина идем. Вкусности, вкусности, пойдем вкусности. Давай. И там Жужа, пошли, пошли. Пойдем. А ну пошли. Альфа любит снег. Так, Альфа? Побегать, попрыгать. Нет, Жужа любит. Вот это собаки у нас. Снега у нас замело. Гляньте, что осталось с лещиной. Прям наклонилась ветка. Боимся, что поломается полдерева. Надо будет сейчас его хорошенько. Вот, смотри, поднимается, да? Да, да, да. Нужно расчистить. Сейчас мы будем. Вот. Смотри, освобождать и будет ветка подниматься. О, класс!
засыпала. Был очень резкий перепад температуры с минуса на плюс 10, плюс 11 вот сегодня. Ну, и видите, весна. Надо. Стены в этой комнате в основном ровные. Только вот есть маленькая проблемка. Вот этот угол. Невооруженным глазом видно, что он очень кривой. Поэтому я его сначала выровняю. Выравнивать я его буду с помощью вот такого вот интересного уголка. И потом мы вам покажем, какую отделку стен мы придумали для этой комнаты. Ну и пока у меня там высыхает шпатлевка. Тамарочка, девочка. Так, угол мы сделали, но пока он там высыхает, начнем с этой стороны заниматься декоративной штукатуркой для стен. Наверное, многие подумали, что это будет очередной кирпичик, либо плитка, но нет. Сегодня мы из финишной шпаклевки и с помощью вот таких вот, такого вот набора попробуем с вами сделать имитацию дерева. Делать я это буду, конечно же, первый раз, поэтому давайте попробуем, что же у нас получится. Вначале я нанесла на стену тонкий слой раствора из финишной шпатлевки. Затем определенными движениями валика старалась вывести рельеф дерева, но у меня ничего не получилось. Вот что у нас получилось. Показываю свою неудачу. В общем, получилась какая-то развозня. Эта штука забилась вовсе. Вот. Может быть, я, конечно, что-то не так делала, но эффекта дерева у меня не получилось с этой штукой. Я не сильно расстроилась, что у меня ничего не получилось с такой декоративной штукатуркой, потому что у меня есть второй вариант. А именно поклейка обоев под покраску. И оставить его на 60 минут. Еще на 60 минут надо ставить? Ну прикинь, хороший клей бери. Все обои клеят. Ну ничего, подождем еще. Ага, нам уже подписчики пишут, когда новое видео. У нас тут клей будет еще час набухать. А пока Вика наводит клей, покажу вам сами обои. Вот такие они беленькие, с зелененьким немножко отливом. Но мы все равно их будем перекрашивать. Ну, такие красивые виниловые обои. Так что сейчас приступим к поклейке.
что ж, обои мы поклеили, они высохли, стена преобразилась. Ну, теперь переходим к покраске. Мы купили белую акриловую краску и подготовили нужные колеры. Для того, чтобы вывести нам нужный цвет грейдж для стен, вот такой цвет набрали, помните, мы красили тумбочки им. Для этого нам понадобятся колеры коричневый и черный. Конечно же, оттенок может получиться темный или светлый, но это ничего страшного. Так, ну мы немного белой краски отольем в отдельную посуду. Возможно, он нам еще понадобится. О чем мы? Он тоже. Немного белой краски мы отольем в отдельную посуду. Что ты смеешься? Я ничего не смеюсь. Немного белой краски мы отольем в отдельную посуду. Возможно, она нам еще понадобится. Буду понемножку добавлять черный, коричневый, и все это буду перемешивать миксером. Такие крутые оттенки получаются при смешивании этих двух колеров, вообще супер. Но я сейчас добавлю еще коричневый и черный, потому что здесь, в принципе, мне уже нравится цвет, но я знаю, что при высыхании он будет намного светлее, а мне надо, ну, чуть насыщеннее, чтобы он получился. Будем добавлять. То водички. Смотрите, какой классный оттенок у нас получился. Это то, что мы хотели для наших стен. Он, конечно, немножко темнее того грейджа, которым мы красили мебель, но это вот именно то, что для стен мы хотели. Я тоже буду участвовать в покраске и приготовил для тебя, Валик, такой пухнастик. Ну что, поехали. Так, такой красивый цвет получается. Напоминает мне эту декоративную штукатурку, да? Да, Кто-то да. в разводы делает. Только не с такими заморочками. Да. Вот что обои бюджетные делает. Супер. Класс, мне очень нравится. На камере мы смотрели, он смотрится каким-то таким серо-коричневым. Но на самом деле цвет немного красивее. Ну, пока она будет высыхать, мы пойдем сейчас на улицу и отметим это событие. Отметим ремонт половины стены. Это же половина спальни. Половины спальни. Ладно, пойдем, что-нибудь придумаем. Большой снег поломал много веток, но не сухие. И будет жалко этим не воспользоваться. Вспомнить, как мы жарили сосиски, мясо. Да? Мы сегодня, наверное, сало будем жарить. Тем более, что деревьев много. Так. Тут можно целый вечер, наверное, сидеть. Да. Сколько веток. Я очень много поломал веток в саду. Ну ничего, такая натуральная очистка произошла. Так, я пойду там еще ветки пособираю. У нас здесь вдоль огорода, через вот этот вишневый сад, проходит вот такой вот ров. И когда тает снег или проходят обильные дожди, то в нем протекает такой симпатичный ручеек. Не получалось у нас заснять его вам, но когда-нибудь мы поймаем этот момент, заснимем, покажем вам. Посиделки у костра – одно из самых наших с Викочкой любимых занятий. Напишите, пожалуйста, вы тоже в комментариях, любите ли вы так у костра посидеть с семьей или, может быть, с друзьями.
и как часто вы это делаете. О, уже костерчик разгорается. Так что сейчас будет самое интересное. И самое вкусное. Сало на костре. Да, Альфа? Ты тоже пришла? Тоже понюхать и покушать? Тебе тоже дадим, не переживай. Сало это, конечно, не шашлык, но тоже Ну, очень даже ничего. Так? да. Как в старые добрые времена, да? Помните? Тот же костерчик, те же шампура, те Да. же Вика с Ромой. Да, даже природа. Так что если у вас там тоже потеплело и недалеко есть полянка, воспользуйтесь этим моментом. Пожарьте сало или просто даже хлебушек на костре. Это ж просто супер. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the Если вы тоже сейчас будете кушать или готовить кушать, то приятного вам аппетита. Тоже хотим сказать, что большое спасибо, что вы всегда с нами, смотрите наши видео, комментируете. Нам это очень приятно. Также хорошие советы нам даете. Становимся опытнее, мудрее. Так что за это вам тоже большое спасибо. До новых встреч, дорогие наши зрители. Пока-пока. Пока-пока.